Всем привет! Распаковку можно посмотреть в предыдущем видео. В этом будет только организация вложений альбомов в биндере. Биндер с сольниками у меня забит по самое нельзя, и я думаю, в какой-то момент, он наступит очень скоро, мне придется думать о том, чтобы разбивать его на несколько. По-моему, эти протекторы великоваты для этих открыток, но я попробую. По ширине идеально, но торчит. Моя душа перфекциониста не готова с этим мириться, поэтому я буду хранить их без протекторов. Попробуем вот эти протекторы для полика. Нет, Намджун на пару миллиметров больше. Значит, вот такие соло-протекторы у нас пойдут и полик, и открыточка. Идеально. Дальше. Вот эти протекторы подходят по размеру этой фоточки. У меня есть еще вот эти две. Что с ними, кстати? Сейчас проверим. Они по размеру такие же. Значит, соло возьмем. Так. Идеальный размер для таких фоточек. И еще раз вот эти возьмем для этих двух открыток. Я приняла решение, что обычные альбомки я храню в одинарных протекторах. Моя любимая карточка. Хотя, пожалуй, вторая, наверное, в моем топе вот это, либо это. Они все хорошие. Но все-таки, да, наверное, где Намджун улыбается. Вторая. У меня несколько идей, как это все разместить. Сначала сделаем то, что без вопросов только одно решение имеет. Это большие открытки. На двойные листы будем складывать.
Что-то я сомневаюсь, что сюда поместится новый альбом Чимина и Джина. Но у меня на подходе... У меня точно будут новые А4 биндеры, красивейшие. Я обязательно сделаю на них обзор, когда они до меня дойдут. Скорее всего, ближе к осени или к концу лета. Что-то мы будем переселять и по какому-то принципу делить. У меня два варианта. Первый вариант — делать для некоторых мемберов отдельные биндеры, потому что все-таки, насколько бы OT7 я ни была, по крайней мере, по количеству купленного у меня лидируют Yoongi, Jimin и Хасок. Поэтому, возможно, плюс учитывая то, что у Yoongi очень много релизов, возможно, ему нужен отдельный биндер. А у Чимина уже второй альбом. Тоже будет очень много. Так и что, вверх ногами все это сделала. Как вариант, Yoongi и Чимина отселить в свои биндеры. Хасока у меня не так много, на самом деле. Всего несколько страниц, он такой компактный. У него все вложения в основном вмещаются на пару листов. И даже с учетом разных лаки, Hop on the Street. Это вот первый вариант — отселить Yoongi и Чимина. Второй вариант — сделать в хронологическом порядке несколько биндеров. Как сейчас у меня в этом биндере все в хронологическом порядке. Более или менее. Ну, Джек у меня... мне не очень нравится, что я сделала. Нужно, я думаю, сделать так, чтобы были целые развороты. Короче, переделываем. Я буду делать вот так, я думаю. Что я говорила про Джека. У Джека было 2 издания, и я все, что у меня от них есть, храню на одной страничке. У меня не очень много всего, только по одной версии каждого из них. В отличие от Hop on the Street. Hop on the Street у меня прям мощно вышло с ними. Так, и вот теперь тут, конечно, просится какой-нибудь разделитель, да? Это может быть какой-то плакат. Но плакаты не форматные. Давайте проверим, подходит ли плакат под А4. Ну, так как мне больше всего понравился плакат с котенком, конечно, хотелось бы его поместить, но, конечно же, он не помещается. Только если вырезать. Вырезать, складывать. Но я думаю, поскольку плакатов реально дофигища, если будет в качестве разделителя вот такое, то как в качестве фона это выглядит нормально. С этой стороны оно никак не мешает хобби. Какие еще есть варианты, кроме плаката с котом? Ну, можно, конечно, что-то такое, типа как символ. Мне не очень нравится, как это выглядит на фоне него все. Так, какие есть еще плакатики? Ну, Намджун Киану. Красивый, конечно. Вот как вариант. Но здесь очень некрасиво сложено вот прям на вот этом месте. Но разворот будет выглядеть как на фоне красиво. Так что вот так. Все-таки мне вот очень нравится Намджун с котом, поэтому, наверное, в качестве разделителя я буду использовать его. Я чуть позже его разрежу и сделаю из него разделитель. Что ж, возможно, вот как в качестве варианта, мне кажется, что можно будет отселить в новый биндер все, что начинается с Hop on the Street, потому что они как бы пошли по второму кругу, да? Вторые альбомы начали выпускать. Тогда конец этому биндеру будет на Голдене. Тогда это будет такой странный биндер, в котором очень много контента с Yoongi, но мало некоторых других мемберов. Что мне тоже не очень нравится. Как будто немножко не сбалансировано. Но это все мысли, конечно.
Я использую это время для того, чтобы распланировать заодно, что я буду делать дальше с этим биндером. Думаю, вы будете вот так у меня сидеть. Угу. Вы вот так. Очень, конечно, приятно, когда вот такие открыточки, если хранить с двух сторон, когда запихиваешь их в один протектор. Ну, вообще, это, конечно, тяжелая история с тем, чтобы найти протектор под не формат. Ну, вот я показала, что у меня есть, в принципе, и так что немножко будет выглядывать. И вот тут нужно выбирать. Хочу хранить так, что они будут немножко постоянно сдвигаться, скорее всего, относительно друг друга. Либо не будут сдвигаться, но здесь будет такая некрасивая полоска, где из биндера выглядывает все. Мне очень не нравится, что сзади выглядывают оборотки Hopman Street. Если я сделаю из этого страничку, которая разделяет эти два раздела, то будет вот такой фон, что мне нравится гораздо больше. Давайте сначала разберемся с карточками. Под карточки будет два листа. Один горизонтальный, другой вертикальный. В вертикальное мы разложим зеркала. Боже, так тупо. Я думаю, да, сделаем вот так, как-то вот так вот. Здесь заполним черненькими квадратиками, просто чтобы не мешалось. Так, стоп, что я сделала? Я вверх ногами все это сделала. Я без понятия, как я это буду монтировать. Но я уже так устала, что мне все равно. Моя любимая карточка будет по центру. Цветной сделаем по центру и вот так. А оставшиеся места заполним черными плейсхолдерами. Такая страничка. Так смешно, что с этой стороны зеркала. Я думаю, что я их тоже закрою черными квадратиками, иначе это просто кринж какой-то. Так, и у нас есть 5 штук других. Не знаю, давай придумаем, как их рассортировать. И на самом деле, из-за того, что вот этот перфекционизм лезет из меня, хочется сразу посмотреть, что там есть в других картах, в Лаке, например. И, может быть, докупить какую-то одну для отчетности карту. Хотя я говорила себе, что не очень-то и хочу их, но на самом деле, конечно же, я хочу все. Но надо выбирать. Так, вот эти мне очень нравятся, что они обе такие яркие. Мне кажется, вот так смотрится хорошо. Но они такие черные. Что ж, вот такой разворотик. Дальше у нас остается всякий неформат. Что я про них решила? У меня есть такие тройные листы и еще несколько вариантов. В тройные листы я думала вот выложить вот так 3 разные открытки. Но вот эта фотография, по-моему, будет очень выглядывать, да? Да. С другой стороны, она в протекторе. Как будто бы... Простите. Мне просто очень не нравится, когда картон выглядывает без протектора.
И мне кажется, он размахрится. А тут он, честно, смотрится ужасно. Поэтому у нас оставшийся вариант. Во-первых, первый вариант — оставить вот так только две открытки здесь. Второй вариант — вложить А4. Ой, опять лист. Во-первых, надо примерить, поместятся ли они туда. Да, они идеально помещаются. Честно, я склоняюсь вот к такому листу. И он, конечно же, тоже не подходит под этот формат. Поэтому я думаю, что это у меня будет под эти две карточки. Ой, открытки. Я уже заговариваюсь. Четверной лист под вот эти. Смотрится очень по-дурацки. Я не могу. Как же бесит. И есть еще варианты. Еще есть вариант вот с таким листом. Сплошным. В него можно засунуть вот эту фотографию. Мне кажется, это идиотизм. Вот такие же листы у меня есть, сплошные А4. Они тоже... Ой, А6 или опять какой-то размер. Короче, по ширине тоже не влезает. Но можно было бы взять вот так, по вертикали. Тоже по-дурацки выглядит. Ну, Джун, за что? Я не могу. Если сравнить, можно вложить как бы вот такой лист, и там будет один маленький болтаться. А можно вот такой лист, и он будет вот так. Маленький мне импонирует больше, поэтому я возьму маленький. И есть еще вот эта дурацкая тема с четверным листом. Может быть, это тоже не стоит так делать. Может быть, стоит сделать вот так. По-моему, гораздо симпатичнее. У меня мозг кипит. Уже кринж. Почему нельзя было сделать вот этот листочек более симпатичным? Тогда вы бы вот так тусили здесь вместе. Ну, честно, вот когда 4 элемента, выглядит чуть лучше. Знаете, что я сделала? Я хочу пойти посмотреть, есть ли хоть какие-то рандомные карточки во всем этом. То есть что-то такое, что я могу еще докупить и потом заполнить пустое пространство чем-то цветным. Потому что тогда это выглядело бы хоть как-то. Или вот, мне кажется, вот предзаказка должна быть рандомной. Сейчас гляну. Так, я глянула, какие еще бывают открытки, карточки. В общем, такого формата маленького, я так понимаю, есть только еще одна черно-белая открытка, полик. Вторая из рандомных. Вот ее можно было бы сюда поместить. Купить и поместить. И тогда мой перфекционист хоть немножко успокоится. Внутри самих релизов основное наполнение, в нем нет ничего рандомного. Я посмотрела другие открытки. У UMS есть открытка, но она гигантская, скорее всего, вот такая опять. Вот эта фотка, есть второй вариант ее, но он вертикальный. Тоже не подходит. Короче, все решено. Я думаю, что... Стоп, а мы можем, знаете, что еще сделать? Вот это положить. Ну, она горизонтальная, некрасиво. Остановлюсь на том, что помещу сюда вот такой маленький лист с двумя. Этот релиз уничтожил мое терпение. Просто полностью. Так. Угу. Просто верить в то, что получится все ровно.
Последние капли оптимизма. Угу. Давай. Что ж, единственное, в чем мне сегодня повезло, это в том, как с первого раза я в нужных местах сделала отверстие. Ах, господи. Знаете, что есть, то есть. У меня уже не осталось никаких пожеланий к этому всему. Я думаю, что если этот ролик кто-то досмотрит до последних секунд, или как раз-таки перемотает его сразу на последние секунды, то меня захейтят в комментариях. Ну ладно, мне не привыкать. О, знаете, что еще я придумала? У меня же есть эти диски. Может, опа. Не знаю, сомнительное решение мне приходит спустя час. Сколько там уже прошло? Ну, я все диски рано или поздно в свой биндер перемещу, я думаю. Но пока что выглядит ничего так. Здесь мне не хватает каких-то... В общем, план такой. Давайте сразу запишем, чтобы не быть голословными. Все решено. Хочется сделать разделитель. Так, все, начинаем кружок поделок. Вот такого размера я хочу, чтобы был этот плакат. Знаешь? Господи, Намджон, вот хотя бы этот постер влезает в мою эту бумагу-резку. Все, режем. Все. Да, мне нравится. Вот так. Это вообще ни к селу, ни к городу. Раз уж мы сегодня занимаемся какой-то кастомизацией, мне пришла в голову идея. Мне просто абсолютно не нравится, что вот это такое. Поэтому я придумала следующее. Вот у нас есть такой разворот, где с одной стороны Намджон, с другой стороны пустые листы. Сюда мы фоточку ставим, а сюда мы вырежем Намджона. Вот. Да. Господи, все, я все решила. Меня уже ничего не остановит, мне этих плакатов миллиард. Каждого по 3 версии. Даже если я что-то испорчу, у меня в запасе еще 3 версии. Сейчас будем думать, как мне сделать размер в точности какой-то открытки. Короче, план будет такой, чтобы шапочка влезла. Так, шапочка влезает? Да. Погнали. Я думаю, что отрежем женщину. Прости меня. Я тебя не знаю, но сегодня мы идем на жертву.
С одной стороны, мне нравится колпачок, с другой стороны, мне нравится, как у него смешно рука стоит, пальцы согнуты. Все, мы вырезали нам Джона. Размер получился такой же. Я молодец. Ставим на вот такие. Боже. Теперь меня все устраивает. Абсолютно. Вот красивый разворот. Тоже ничего так разворот. Диск мы уберем. Здесь так видно, трещит по швам. Знаете, что еще? Теперь у меня руки чешутся. И кажется, что вот эти две открыточки можно было сделать на тройную такую. Здесь тройной лист А4. И четвертым тоже что-то вырезать. Вырезательное настроение. Ну ладно, пока что становимся на этом. Все, всем спасибо, кто смотрел. Этот релиз Намджуна мне сломал весь мозг. Физическая версия альбома. Вот насколько я люблю с музыкальной точки зрения этот альбом, настолько же у меня полный лав-хейт с физической версией и тем, какие разношерстные внутри вложения. А еще у меня теперь есть вот такая штучка, которую я без понятия, как использовать. На этом все. Пока.